Всем привет! Сегодня мы для вас подготовили видео о том, как мы устанавливали кондиционер, работающий от солнечных батарей. Как это выглядело, как монтаж происходил. И сегодня я попытаюсь сформулировать, какие мы преследовали цели и какие результаты тестирования после 3 месяцев эксплуатации. Когда пришло лето на Тайвань, стало очевидно, что нам придется каким-то образом охлаждать помещение. Перед нами стояло несколько вариантов. Такой самый простой, просто купить и поставить кондиционер. Но сразу стало очевидно, что это будут достаточно большие расходы. Мало того, была мысль параллельно проверить эффективность солнечной энергетики на практике, на своем опыте, убедиться, получить какие-то данные для того, чтобы потом иметь шанс сделать выводы не на основе каких-то теоретических расчетов, либо на основе каких-то обещаний компаний, которые устанавливают солнечные панели, а на своем собственном опыте, на практике, гарантированно точно. Итак, мы начали искать вариант именно с использованием солнечной энергетики. Дневной тариф намного выше, ночной тариф низкий, соответственно, мы можем заместить электроэнергию, которая днем стоит дорого, энергией, полученной от солнечных батарей. При этом понятно, что энергия, которая разогревается от солнца дом, она в основном получается днем. И чем больше солнца, тем больше энергии, и, соответственно, энергия разогревает дом, но при этом мы ее получаем в качестве электрической и используем для охлаждения в нашей системе кондиционирования. В прошлых видео я рассказывал, что мы натолкнулись на проблему с подсчетом электроэнергии со стороны электрокомпаний. Наши подписчики нам подсказали, что есть все-таки вариант тарификации дневной и ночной. Мы позвонили в энергокомпанию, уточнили. Оказывается, энергокомпания планово меняет счетчики на электронные, но интересный момент заключается в том, что по умолчанию они ставят однотарифный все-таки счетчик, но по желанию, в общем, можно заказать и двух, и даже вроде как есть доступен трехтарифный. А сейчас мы подаем заявку от владельца нашего дома на смену счетчика на двухтарифный. Мы в итоге купили себе 2 образца таких кондиционеров, предполагали, что нам понадобится их 2. Оказалось, что при использовании солнечной энергетики и при постоянно включенном кондиционере, то есть, когда она, грубо говоря, энергия становится бесплатной, его не нужно выключать на день, когда ты уходишь из дома, в таком режиме мощность, которая требуется, хладопроизводительность и, соответственно, теплопроизводительность в режиме отопления, она может быть существенно снижена. По моим прикидкам, где-то в 2-2,5 раза. При этом этот же кондиционер, который мы выбрали, мог работать в инверсном режиме, то есть в режиме отопления зимой. Что дополнительный бонус, потому что зимой все-таки 1 месяц на Тайване очень холодно. Прошлой зимой были несколько дней с температурой около плюс 9 градусов. И вот представьте, в доме было примерно столько же, может быть, на 2-3 градуса выше. Это кажется на самом деле незначительным, но прошлой зимой это доставило очень существенный дискомфорт. Сегодня были доставлены вот эти вот солнечные панели. На удивление, панели оказались очень качественно упакованы. 60 ячеек состоит каждая панель, мощность 350. Вот здесь, реальные испытания, видимо, они проводят. Вот такая вот панель. Внушительных достаточно, в общем-то, размеров. Интересно собрано. Алюминиевый профиль в основании. Вот эти крепежные отверстия, которые нас интересуют, которые будут как раз болтами крепиться. Здесь будет гайка, с той стороны болт. То есть они втыкаются один в другой, просто соединяются последовательно. И потом общие батареи подключаются уже непосредственно к кондиционеру. Эти 2 трубы у нас выступят как крепежные элементы для установки солнечных панелей на крыше.
Они длиной 6 метров и должны быть достаточными для того, чтобы установить 5 панелей. Эту трубу еще нужно защитить. Для этого я купил аэрозольную полиуретановую краску. У нас, значит, крыша, что из себя представляет? 2 бетонных бортика метра. Вот это все пространство застелено черепицей и покрыто гидроизоляционным слоем. Поэтому в него крепиться мы не стали. Решили не крепиться, потому что крыша старая, есть риск протечек. 3 анкера здесь, 3 здесь, 3 здесь, 3 здесь. Сверлим сквозные отверстия, крепим насквозь. Итак, теперь о месте установки. У нас в доме есть вот такой вот выступ. Тоже такой покатый скат. Он на южную сторону с уклоном к солнцу, таким образом, что он нагревается. Я прошел, промерил температуры. Когда светит солнце, вот эта часть крыши, она нагревается до 35 градусов с внутренней стороны. При этом это тепло, естественно, идет в дом. Поэтому установкой солнечных панелей мы решим сразу 2 проблемы. Кондиционер будет стоять как раз вот на этой стене и уходить вон в то окно. На той стороне над окном будет кондиционер висеть. Ну, в общем, все достаточно просто должно пройти. Итак, мы получили сегодня 2 кондиционера. Один у нас будет для целей типа сертификации, инспекции, проверки, для возможности дальнейших поставок, если вдруг этот проект окажется удачным. Ну а один мы поставим и будем тестировать на себе. И сейчас сделаем распаковку и посмотрим, что внутри. Так, в комплекте это специальные разъемы для подключения к солнечным панелям. Поставщик их бесплатно. 2 штуки прикладывают для подключения. Инструкция по эксплуатации на английском языке. Пульт маленький, компактный, легкий. Ну, функционал разбирать будем потом. Батарейки и кабель для подключения трубки и провод подсоединения к внешнему блоку. Здесь у нас индикатор. Это индикация, она здесь будет показывать температуру. Сетки фильтра снимаются легко. Ну, в общем и целом, ничего сложного. Выглядит он с точки зрения дизайна и эргономики весьма достойно. Я предполагал, что он будет больше, тяжелее, больше. Это внутренний блок 2-киловаттного кондиционера. Я имею в виду компрессор у него 2-киловаттный. 1-киловаттный вот такого размера. Ну, то есть, может быть, на четверть, короче, всего лишь. По размерам 33 по высоте, глубина 24 и длина 112. Ну, мне кажется, очень достойный аппарат. Итак, сейчас мы будем распаковывать внешний блок. Выглядит большим. Трубки в комплекте. Это хорошо. Дренажная трубка тоже приложена. Я уже собирался искать. Это защитный кожух для отверстия проходного, чтобы не повредить. О, и даже ленту положили. В общем, выглядит как обычный стандартный внешний блок. Никакой особой разницы. Здесь у нас 2 трубки для подключения к внутреннему блоку. Там заправочный ниппель, краны. Все как у стандартного кондиционера у внешнего блока. Основная разница этой системы только в том, что вот здесь есть 2 разъема. Вот эти разъемы для подключения солнечных батарей напрямую к кондиционеру, к внешнему блоку. Под крышкой должны быть коммуникационные
коннекторы для подключения блока внутреннего к внешнему проводам вместе и для подключения сети питания, чтобы инвертор, который где-то вот здесь стоит, мог в случае недостатка энергии солнечных батарей добавлять энергию из сети. Ну и работать, соответственно, без солнца, либо полностью от солнца. Вот, собственно, вся разница. Во всем остальном я не вижу никакой разницы. Абсолютно стандартный, хорошего исполнения. 86, 73, 32. Вес его 51 килограмм. А нам предстоит его поднять на второй этаж на крышу. Так, это вот идет провод солнечных батарей, выведен на улицу. Коннекторы специальные, защищенные от воды, от всего, что может встретиться на улице. И 4 провода. Ага, вот получается 4 провода, которые будут идти к внутреннему блоку. И 2 провода, либо фаза 1, фаза 2 для напряжения, как на Тайване, на 110 вольт, либо фаза И0 для 230 вольт. Ничего сложного, все стандартно, разница только вот в этом проводе. Так как мы купили этот блок для того, чтобы тестировать его, попробовать, так скажем, на себе, а я инженер, и мне интересно, что внутри, как это сделано, соответственно, мы решили его разобрать, ну, как минимум, снять верхнюю крышку, чтобы заглянуть внутрь. И вот как инженер могу сказать, что отличает хорошо проработанный продукт. Я не говорю сейчас про качество, про бренд, я говорю про проработанность и внимание к деталям. Вот здесь вот саморезы, на них одеты мягкие шайбы для того, чтобы не повредить краску, чтобы не была коррозии. Вот такие вещи отличают обычно хорошие вещи от плохих, а не лейбл, который написан вот здесь. Потому что его-то можно приклеить, а вот шайбу работник не поставит сам по себе. Итак, есть простое правило. Можно снаружи сделать красивое устройство, но если внутри будет все плохо, это обычно никто не скрывает. Потому что вроде как туда заглядывает только сервисный инженер. Мы сейчас прикинемся сервисным высококвалифицированным инженером и посмотрим, что же там внутри. Вот это тот самый инвертор, который и отличает DC-инверторные кондиционеры, экономичные и многофункциональные, от простых, которые включился-выключился. Мне кажется, выглядит все это очень-очень достойно. Для питания кондиционера требуется не одна фаза И0, как в стандартной розетке на 110, а 2 фазы от разных фазы, чтобы получить удвоенное напряжение.
Итак, монтаж внешнего блока закончен. Вид не самый потрясающий, но в этой ситуации иных вариантов я не вижу. Итак, вот она магистраль. Здесь у нас пипочка для слива конденсата. Она будет стекать на крышу и утекать вон там в желоб. Теперь здесь трубки. Они почему-то оказались разные по длине. Заходят в распределитель, стандартный для всех кондиционеров. И вот подключение. Красный и черный провод идут к солнечным батареям. А белый провод опускается вниз. И пойдет у нас подключение там внизу. В 3 метрах ниже есть розетка на 220 вольт. Для того, чтобы он мог работать в отсутствии солнца. Итак, мы установили кондиционер и испытывали его около 3 месяцев. Как раз самые жаркие месяцы. Все это время я замерял по приложению, которое работает по Wi-Fi, управляет кондиционером. Я мог снимать данные, так скажем, ну как счетчик, который показывал мне, сколько потребленной было энергии с солнечных панелей, сколько было потребления от сети. Мы попробовали этот кондиционер в разных режимах. Например, мы его отключали от сети полностью, и в этом режиме он просто сам включался и сам выключался, работал только тогда, когда есть солнечная энергия, то есть с нулевым абсолютно потреблением электрической. Но расскажу поподробнее про этот режим. Когда мы выбирали количество панелей, которые мы поставим для вот этого режима, у меня было некоторое ограничение. То есть как бы поставщик рекомендует устанавливать 6 панелей минимум по 390 ватт мощностью. Тогда получается совокупная установленная мощность примерно соответствует максимальной мощности компрессора и позволяет ему работать долго, ну то есть когда солнце под определенным углом, длительно, в течение дня. Но в этом режиме получается, если так сделать, то получается некоторая избыточность солнечной генерации. Я примерно представлял, что если, допустим, кондиционеру нужно 1,2 киловатта, а у нас генерация 2, соответственно, я 1,2 увижу как потребленную на приложении, а 2 киловатта, то есть остаток вот этой мощности будет просто, ну, потерян, так скажем, он не будет задействован. Мне же нужно было посчитать полное количество энергии, которое может давать солнечные панели. Значит, солнечные панели не должны генерировать больше, чем может потребить кондиционер. И я подобрал все, что мы смогли здесь найти максимальной мощности. Это было 350 ватт, и поставили мы 5 панелей. Соответственно, я ожидал получить от этого количества панелей порядка там 1,7 киловатт. Что получилось по факту? Это вот те самые цифры практики, которые мы получили, испытывая вот эту вот систему. На практике оказалось, что энергия, которую можно получать вот с 5 панелей по 350 ватт, фактически была не выше, чем 1200 ватт. Ну, то есть 1,2 киловатта. Это на 25-30% ниже заявленных характеристик в описании. То есть те характеристики, которые приводит производитель, замеряются в лабораторных идеальных условиях под определенным углом, определенное излучение. В жизни такого недостижимо. Вопрос лишь был, сколько будет процент вот этого обмана, так скажем.
он оказался вот такой, да? 1200 ватт с 5 панелей на 350 ватт. Но использование этой энергии при практически круглосуточном применении кондиционера дало нам возможность, согласно статистике приложения, сэкономить порядка 25-30% энергии, что, в общем-то, выглядит очень даже неплохо, потому что переход, например, от неинверторного кондиционера к инверторному снижает расход примерно настолько же. То есть это, грубо говоря, следующий шаг экономии вот в минимальной комплектации. Теперь я пришел к выводу, к тому, что мы получили вот эти данные, больше нам незачем сдерживать количество панелей, да, и количество сгенерированной энергии мы можем нарастить. И вот сейчас я планирую добавить к 5 панелям, там, благо на крыше место осталось, еще как минимум 3. Вообще ограничение для этого кондиционера до 9 панелей поставить. Вне зависимости от мощности, вопрос лишь напряжения, то есть лишь бы не превысить допустимое напряжение входное для кондиционера солнечных батарей. Если мы поставим 8 штук, я предполагаю, что кондиционер сможет нарастить где-то в 2 раза пиковую нагрузку. Ну, то есть сейчас он у нас работает в половину своей максимальной мощности, если только от солнечных батарей. Мы сможем нарастить. Соответственно, для зимы, все это в рамках подготовки теперь уже к зиме. Зимой мы сможем, если мы поменяем счетчик на двухтарифный, мы сможем использовать этот кондиционер как такая система отопления с автоуправлением, так скажем. Он будет сам включаться и выключаться в тот промежуток времени, когда тариф низкий, ну, то есть в ночное время он будет сам включаться, и стараться поддерживать заданную температуру, ну, например, 24 градуса, да? А днем он будет включаться только в то время, когда есть солнечная энергия, и задействовать ее полностью. Это должно свести наши расходы. Ну, то есть, вот если мы раньше получали 25% экономии, я предполагаю, что мы можем довести снижение потребления электроэнергии в таком режиме, ну, наверное, процентов до 50. Если еще правильно подобрать режимы включения-выключения и выставить нужную температуру, в общем, можно попробовать даже добиться, может быть, 75% экономии. По крайней мере, то есть так, не в энергии, а именно в деньгах, которые будут оплачены за эту электроэнергию. В энергии, я думаю, мы, ну, наверное, половину вот так вот сможем сэкономить. Опять же, да, в ночное время кондиционеру не придется работать слишком сильно, если он будет работать днем. Днем мы можем его задействовать на полную мощность, то есть как бы разогреть дом изначально, потом в ночь немножко поддерживать уже от электроэнергии. Трудно предсказуемый результат в этом деле, но навскидку, по моим ощущениям, так скажем, это должно порядка 50% экономии по потреблению энергии получить. И, соответственно, за счет разницы тарифов, дневной и ночной, там раза в 3 разница, снизить еще и наши расходы очень значительно. Плюс немножко добавить комфорта. Теперь расскажу о недостатках, которые я выяснил. И, собственно говоря, это немножко смазало ту прекрасную картину начальную, да, когда мы покупали, точнее, даже когда планировали купить эту установку, ну, кондиционер, солнечный кондиционер. Проблема оказалась там, где ее совершенно не ждешь. Расскажу немножко предысторию. Вообще кондиционеры, ну, наверное, лет 10 назад все были построены на простой элементной базе, так скажем. То есть компрессоры были сделаны на синхронных двигателях. Это двигатель переменного тока, соответственно, он просто включался там какой-нибудь релюшкой и работал. Он не регулируемый по производительности, соответственно, когда кондиционеру надо поддерживать какую-то заданную температуру, он просто включался, охлаждал или нагревал, да, и выключался. И работал именно так, включить-выключить. Это, естественно, не очень эффективный режим. Это приводит к тому, что температура постоянно колеблется. Это приводит к тому, что нужно вот это вот контакты, да, двигатель запускается, у него снижается ресурс и так далее. Недостатков очень много. И еще один основной недостаток — это не очень высокий КПД самого двигателя. Но он простой, он дешевый, соответственно, его применяли очень долго и давно.
Вот. Где-то, наверное, лет 10-15 назад начала развиваться техника. Это связано с тем, что появились достаточно дешевые микроэлектронные изделия, так скажем, ключи, которые способны, транзисторы, тиристоры и так далее, которые способны управлять очень большими нагрузками, и это стало дешево. В этот же момент началось развитие электротранспорта. Почему я всегда эти вещи все связываю, да? И начали производить компрессоры, построенные на базе DC-двигателя. Это BLDC, точнее, двигатель по-правильному, бесщеточный двигатель постоянного тока. Соответственно, в кондиционеры стали устанавливать эти компрессоры, но это потребовало дополнительно производства достаточно сложных инверторов, ну то есть плата электронная, которая управляет работой режимами работы всей системы. Параллельно это позволило перейти, соответственно, на электронное управление, не от механического к электронному управлению всякими внутренними блоками, в том числе и вентиляторами. И только переход на DC, вот эту технологию, да, позволил сразу резко сократить потребление электроэнергии за счет просто большего КПД у этого двигателя, но кондиционеры эти дороже, обычно раза, наверное, в 1,5, может быть, даже в 2. Вот. Почему еще, чем еще хорош этот тип двигателя? Он позволяет плавную регулировку, плавный запуск, плавную остановку, либо выбор режимов работы. В описаниях, когда я читал на компрессора, производители компрессоров гарантируют регулировку производительности от 10 до 100%. То есть его больше не надо включать-выключать. Он может очень четко поддерживать заданную температуру, доходя к ней, снижать производительность и, так скажем, работать еле-еле шурша, снижая потребление, уменьшая пиковые колебания, так скажем, в энергосистемы там, города, страны и так далее. Ну и, собственно, продляя свой ресурс за счет отсутствия пусков и остановок. Это продлевает значительный ресурс. Ну и, собственно, вы можете это наблюдать. Любой нынче кондиционеры еще половина есть на старых компрессорах, но вот холодильники большинство выпускают уже инверторные. Это тот же самый принцип, который применяется в электротранспорте, например, в электроскутерах, либо та же Tesla, да, на таких же двигателях. Ну, там чуть сложнее система, но не суть важно. Принцип тот же. BLDC двигатель, его стали применять везде. И он дал определенный результат. Интересно тут другое, что при переходе на вот эти BLDC двигатели все производители, и я это обнаружил как раз тестируя вот этот кондиционер, и имея приложение на телефоне, где я вижу реальное потребление этого компрессора, когда он работает в разных режимах. Я обратил внимание, что компрессор на самом деле, при том, что он может плавно регулировать свою производительность, меняет ее скачкообразно. Максимальное потребление у этого кондиционера 2,4 киловатта при холодопроизводительности в районе 8-8,5 киловатт. Это огромные цифры на самом деле, но он их меняет шагами. 2,4 это максимальное потребление, 1,8 киловатта, 1,2 и 0,8. Почему именно такие диапазоны, я не понимаю. Других значений я не видел за все время эксплуатации. И казалось бы, ну в общем какая разница? Я думаю, собственно, примерно так же думали те инженеры, которые это все делали. Они взяли вот старую систему, добавили трехступенчатую регулировку, им показалось это все. Это все, что можно получить от кондиционера. Да, пока он не работает в связке с солнечными батареями, больше ничего и не нужно. Но когда появляется солнечная батарея, в этой системе солнечная генерация этой энергии от солнечной панели, она меняется не скачкообразно, она меняется плавно. Солнце встает, поднимается, энергия нарастает. И вот что получается. Если с солнечных батарей приходит меньше 800 Вт энергии, а это достаточно длительный промежуток времени утром и вечером, компрессор не запускается вообще. То есть он просто стоит и ждет. Кондиционер включился, у него режим вентилятора. Это просто впустую гоняет воздух вентиляторами, потребляет 35 Вт. Из, допустим, 700. То есть 665 Вт просто улетает впустую. Но они никуда не используются вообще. Они ни на тепло никуда не идут, они нагревают саму панель, видимо.
При этом, если энергия перешагивает через этот диапазон, да, у него запускается компрессор и начинает работать. И тут дополнительный появляется интересный момент. Налетело облачко, энергия снижается резко, компрессор отключается. Он не снижает производительность на 10% от максимальной, там, на 240 Вт. Он отключается вообще. А дальше включаются другие ограничения, что компрессор нельзя запускать, останавливать чаще, чем 3-5 минут. Ну, то есть он ждет 5 минут, солнце уже есть. Может быть, там 1,2 киловатта энергии, а он стоит, ждет, потому что ему пришлось сброситься. Ну, то есть остановиться, и вся система должна прийти в равновесие. Система, я имею в виду по фреону, по газу. И на практике, когда я вот на это все посмотрел, вот именно эта проблема шаговости переключения влечет за собой основной недорасход энергии Солнца. Вот именно в этой системе. Если день солнечный абсолютно, да, то все работает, все замечательно. Но вот это происходит не 100%, да, и вот сколько процент потерь, я здесь не могу сказать. Жаль, что он вообще есть. Вчера я разговаривал на эту тему, переписывался с поставщиком этих кондиционеров. Он меня спрашивал, как процесс тестирования. Я ему рассказал, что вот это большая проблема. Он обещал передать это инженерам, но я как-то сомневаюсь, что они это сделают, потому что подход у них, у этой компании примерно такой. Да, у нас есть такой недостаток, но это лучший кондиционер на рынке. С этим я согласен. Это лучший, но это не лучшее, что можно сделать с вот этой технологией. Причем я не очень понимаю, почему это вообще произошло. На самом деле это, ну, очень легко, да, если у тебя есть 4 шага, ты можешь сделать 10 шагов или 20 шагов. И это будет практически плавно, этого будет достаточно. Отдельный разговор, что именно в этих типах кондиционеров вентиляторы те же самые, которые гоняют воздух, да, снаружи и снутри, они тоже DC-типа, то есть они тоже могут регулироваться, причем это не компрессор, они могут регулироваться намного в большем диапазоне. Но производитель ограничился 3, опять же, скоростями. И вроде как ничего, проблемы никакой в этом нету, но есть опять тонкости. Вот эти тонкости определяются, когда вы переключаете с режима охлаждения, например, на осушение. Чем отличается принципиально режим охлаждения от осушения? Физически происходит абсолютно тот же самый процесс. Единственная разница, что компрессор нагоняет более низкую температуру в охладителе. Что это получается? Это у нас испаритель, в испарителе. И вентилятор должен гнать воздух через этот испаритель очень медленно. Тогда с него отделяется максимальное количество влаги. Что на практике? Что мне дало использование приложения для того, чтобы понять вот эту вот интересную деталь? Когда я посмотрел, сколько потребляет кондиционер в режиме охлаждения на низкой скорости вентилятора, а потом переключил на режим осушения, то я заметил, что это абсолютно один и тот же режим. Мало того, у кондиционера есть всего 5 или 6 функций. Ну, не берем, откинем пока нагрев, это отдельно. Это реально реверс всей системы в обратную сторону, когда компрессор работает, но фреон движется наоборот. Все остальные режимы на практике оказались одинаковые. И вся проблема заключается именно в трехскоростном режиме работы вентилятора. То есть для разных режимов, там, автоматическом или осушение, либо очистка самого кондиционера, там есть и такой режим, по идее нужны абсолютно разные режимы вентиляторов и работы компрессора. А по факту, если ступеней всего 3 или 4, да, как у компрессора, то они все становятся одним и тем же. Никакой абсолютно разницы в работе. Я еще попробовал, там есть режим эко, который не дает абсолютно вообще ничего. И вот тут мне забавно. То есть представьте, на пульте управления есть там куча кнопок, есть какое-то приложение, которым все программируется, но по факту у вас есть просто кондиционер и нагреватель. Все остальное это все какие-то, видимо, маркетинговые штуки, которые абсолютно ни на что не влияют. Да, в итоге этот кондиционер хорошего качества. Я имею в виду не просто он внешне хорошего качества. Мы его, естественно, разобрали, тот, который себе поставили, посмотрели, из чего он состоит, как он собран.
Мне пришлось самостоятельно добавлять в него Wi-Fi модуль для приложения коммуникации, потому что поставщик забыл, он прислал нам без него, потом дослал его отдельно, и мне пришлось его разобрать, чтобы установить эту плату. Соответственно, я изучил его вдоль и поперек, и изнутри, и снаружи. Качество сборки и всех компонентов я бы оценил, ну, на 4 с плюсом, так скажем, на 5, потому что не очень аккуратно кое-где сделано. Ну, в смысле, видно, что сборщик немного повреждал то, что собирал. Само вот изначальное изготовление компонентов отлично. Как бы продуманность системы, ну, наверное, на 4 я бы оценил, да. Но вот что касается вот совершенства, это не совершенство. Это просто такой вот классический, в общем-то, классический кондиционер с дополнительной возможностью. Изнутри эта дополнительная возможность подключения солнечных панелей выглядит как два провода. Просто дополнительные два провода. Два места, куда на плате эти два провода припаяны. Понятно, что это не просто так, там, естественно, инвертор приспособлен для того, чтобы подключать солнечные панели, мерить энергию оттуда и оттуда, да, и каким-то образом это все суммировать. Но я не, в данном случае еще меня посетила мысль, я не очень теперь понимаю, почему никто из производителей других марок, да, там, брендов мировых типа Samsung, Panasonic, почему они до сих пор не сделали что-то более совершенное, так скажем. Ну или хотя бы по минимуму то, что сделали вот эти китайцы. Я не видел ни одной модели, которая была бы в ведущих мировых брендов, которая бы могла подключаться к солнечным батареям напрямую. Обычная система подразумевает собой установку инвертора. То есть солнечная панель генерирует постоянный ток, из него получается переменный ток с помощью инвертора. И дальше есть еще вариативность подключения аккумуляторов для того, чтобы кондиционер мог работать в темное время суток. И либо использование этой энергии напрямую в кондиционере. Но проблемы возникают на самом деле на каждом шагу в этой системе. Во-первых, цена. Инверторы на такую мощность занятие не дешевое. Второй момент. Без использования аккумуляторов мощность, потребляемая кондиционером, постоянно меняется. И кондиционеру, обычному стандартному кондиционеру, ему не очень важно, точнее вообще не важно, сколько у него доступна энергия от солнечной батареи. Соответственно, он потребляет столько, сколько ему нужно для выполнения заданной программы. Вот. И вот эта вот проблема, она заранее закладывает некоторую избыточность в систему. То есть солнечных панелей для такого применения должно быть в 1,5-2 где-то раза больше, чем среднее потребление кондиционера. Инвертор, соответственно, тоже с двойным запасом. Либо нужно подключать дополнительные аккумуляторы, либо задействовать сложные системы, когда суммирование происходит в инверторе сетевого электричества и того электричества, которое приходит с солнечных батарей. Все это делает систему очень такой сложной. Это уже такие электроящики, много проводов, особенно если это аккумуляторы, там нужно следить за их состоянием, периодически менять, когда они стареют, что сводит, практически всегда сводит на ноль всю эффективность этой системы. И это имеет смысл только в том случае, если вы живете в горах, на острове, как Робинзон Крузо, или на крайнем севере, куда просто линию электропередач вообще невозможно дотянуть. А в любом инверторном кондиционере есть инвертор, который делает из переменного тока постоянный, а потом от него идет управление двигателем. С солнечных панелей приходит постоянный ток. Постоянный ток очень легко суммируется, в отличие от переменного. Там инвертор нужен, он должен следить. Это сложная техника, в общем. И, соответственно, и дорогая. Если подключаться прямо непосредственно к вот прямым напряжениям, выпрямленным напряжением, его суммировать и использовать для компрессора, я не вижу никаких сложностей, которые бы сдерживали это делать. Для меня это загадка. Может быть, производители это недооценивают, потенциал вот этой вот системы, может быть, я не знаю почему. Это на ваш, так скажем, суд.
Итак, на сегодняшний день я, в общем, в целом доволен. То есть мы поставили эту систему, она частично, не на 100%, но решила поставленные задачи, показала себя, в общем-то, хорошо. Сейчас остается добавить в эту вот изначальный план двухтарифный счетчик и, наверное, 2-3 панели для того, чтобы увеличить процент солнечной генерации. Ну, а вам, если вы живете на Тайване, могу сказать, что напрямую из Китая этот товар можно купить. У меня есть координаты поставщика, я могу поделиться. Ну и у нас остался, соответственно, второй тестовый образец в коробке, готовый к установке, но нам он оказался ненужным, потому что мощность, как оказалось, такая большая нам не нужна. Поэтому, если кого-то заинтересовал, мы готовы его по той стоимости, которую мы затратили на то, чтобы его сюда привезти, отдать его, помочь с установкой, рассказать, где что купить, да, и как это все правильно смонтировать. Хотя на самом деле по видео вы можете все увидеть, никаких сложностей при этом не возникает. Ну, на этом, наверное, сегодня все. Надеюсь, я рассказал понятно, подробно и интересно. Увидимся.